Одну секунду. Смена флешки. У нас мало времени. Буквально пару вопросов. Ну что, готов? Запись пошла. Итак, вы рассказали о 2 мировых войнах, о революциях и свержениях правительств. Как вы, зная все это, как вы стали частью системы? Долгое время я даже не догадывался о ее истинных целях. А когда стал понимать, выйти мне уже не позволили. И потом, ради высокого дохода многие из нас поступаются принципами, не так ли? Тогда что движет людьми с высокими доходами? Финансовая независимость и экономическая стабильность в стране разве не гарантируют тишины и спокойствия? Парадоксально, да? Человеком так легко манипулировать, ведь он всегда чем-то недоволен. Вы знаете того, кого устраивает абсолютно все. Мы лишь подогреваем недовольство. Оппозиция, подконтрольные СМИ, подкупаемые индивидуумы. В любом обществе есть разрушители, и мы действуем их руками. Остальные просто массовка. Массовка, уверовавшая в откровенную ложь? Но против откровенной лжи у человека срабатывает иммунитет. Но если ее замешать на правде, на естественных желаниях людей, то возможности обмана и манипуляций безграничны. На одном обмане толпу не зажечь, как вы это делаете? Это самое простое. Достаточно легкого взмаха и попутного ветра. Вуаля! Вот, медик идет. С днем рождения тебя. Твое здоровье. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, ты съездил? Съездил. Интервью взял, давай рассказывай, как все прошло. Это было потрясающе. Вот это идет вразрез со всем, что нам до этого говорили. Вот это я называю настоящей, честной и свободной журналистикой. Что? Ты чем-то недоволен? Нет, почему? Я просто, знаешь, я переживаю немного, и все. Почему? Потому что сегодня к шефу заходил какой-то непонятный тип. И что? Когда они выходили из кабинета, несколько раз упомянули твое имя. Не бери в голову. Ты же знаешь нашего шефа. В том-то и дело, что знаю. Но знаешь, в свете последних событий я бы на твоем месте не был таким оптимистом, Игоречек. Так, ладно, не парься. Все. Игорек, ты просто неисправимый человек. Да, кстати, почему сегодня не уходить? Там в очередь выстроились. Я это все организовал, начинайте без меня. Все. Ну, как знаешь. Вы ранее говорили, что сейчас готовится что-то очень взрывоопасное. Серьезная провокация с немалым числом жертв. Где и когда? 2 митинга за разные идеалы. Завтра. В километре друг от друга. Не задумывались, почему так близко? Сначала толпу подогреют красивой речью, а затем произойдет столкновение. Все будет выглядеть очень спонтанно, и никто никогда не разберется, кто первый начал. Какую цель вы преследуете, рассказывая мне все это? Не очередная ли это манипуляция? Знаете, какое самое сильное желание у завравшегося подлеца? Сказать правду.
Вы не опасаетесь за свою жизнь после выхода фильма? После выхода фильма ищите меня на окраинах цивилизации. Паш, ты на месте? У меня есть материал, который нужно срочно поставить в фильм. И я к тебе сейчас поднимусь. Надя! Надя, ты взрослая девочка, ты должна понимать отца. Надь. Тает вечер, сутки прочь. Снег по переулку, там сегодня кошка ночь вышла на прогулку. Тихо-тихо, мягкой ножкой, в долгих сумерках она ходит, бродит серой кошкой и всегда совсем одна. Только ей не одиноко, есть работа у нее. Ночь глядит в проемы окон, колыбельные поет. Закрывай глаза, не думай, ты сумеешь отличить от простого ветра шума песню тихую ночи. Пап, сколько можно-то? Я уже не маленькая. Я знаю. Но ты все равно ведешься на эту шутку. С днем рождения. Ух ты. Открой. Нотр-Дам-де-Пари. Угу. Оригинальная версия. Да. Путешествие во Францию. 17 лет назад.
Тот самый мюзикл, после которого у вас мама появилась я. Откуда ты знаешь? Да мама проговорилась однажды. Я всегда была любопытна. Я поступила слишком эгоистично. Нет, нет, что ты. Отличный подарок. Спасибо, солнышко. Спасибо. Да, я помню, что мы сегодня идем с тобой на спектакль. Не волнуйся, мы не опоздаем. И я на работе сейчас заброшу только фильм. Да, и сразу же домой. Не волнуйся, я буду вовремя, все будет хорошо. Пока, малыш, пока. Игорь, пройдемте. Руководитель благотворительного фонда «Путь к счастью» Владимир Мухин объявлен в розыск. Совершив хищение в особо крупных размерах, Мухин скрылся в неизвестном направлении. По заявлению правоохранительных... Игорь Ильин. Честь и достоинство современной журналистики. Но и против такого, как вы, мы нашли средства. Хранили его до особого случая. Сколько стоит ваше молчание, Игорь? Здесь подтверждение того, что вы умеете молчать. Знаете, какое самое сильное желание у завравшегося подлеца? Сказать правду. Извини. Но иногда, вы знаете, требуется только одно. Молчать. В эфир пойдет прежний вариант фильма. Что? Нового больше нет. Как нет? Как нет, Игорек? Как нет?
Прости меня, пожалуйста. Задержали на работе. Ну ты не расстраивайся. Мы еще успеем на спектакль. Я сейчас выезжаю. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Игорь Ильин. И это цикл документальных фильмов «События и механизмы». Текущий год нам запомнится всплеском политической активности населения. Что стало причиной выхода людей на улицы? Кризис или заговор? Правда, как она есть. Эксклюзивные интервью, плюрализм мнений. Мы даем информацию, вы делаете выводы. Это абсолютно безопасный и мирный протест, чтобы направить власть в правильное русло. Вы посмотрите, у нас комплекс нерешенных проблем в медицине, в культуре, в образовании. В стране необходима оппозиция для сохранения политического баланса. Народ имеет право выходить на улицу и выражать свое мнение. Столкновение противоположных сил этого не произойдет. Там в основном интеллигенция, средний класс, который хочет обратить на себя внимание. Да никто не стоит за этим. Это внутренний зов народа. Привет. Привет. Рад, что пришла. Вот. Да не бойся, не бойся. Постоим, потусуемся с ребятами. Отстоим, так сказать, свою гражданскую позицию. Надя? Сегодня целый день такая чертовщина. Может быть, мы с тобой в следующий раз сходим? Надя? Надя! Надя?
прокомментировать события. Скажите, что произошло сегодня здесь? Не снимай. Пожалуйста, скажите, что случилось? Прокомментируйте события. Камеру бери. Пожалуйста, прокомментируйте события. Пожалуйста.